Hi guys, my name is Milko. Originally I'm from Bulgaria. Now I live in Poland at the moment. I've been traveling to more than 30 countries, usually by land, like just hitchhiking, sometimes with a bus, but occasionally I was taking also a plane to go to some new places for me, like Asia. I really enjoyed going to completely different cultures, emerging into the situation. For example, my last trip was to Morocco. Such a huge diversity from what I know that I'm still dreaming of what else can I see in this world. So I would continue traveling. That's my idea about how I would like to spend my life. I have a question that is, what is happiness? Happiness for me is to be in a circle of friends that really understand me, that really enjoy their lives. I help them, they help me, and we can build up some kind of a better future, better community, and inspiration for the other people to join the peaceful future. Hi there, I'm Andrew. I live right now in Krakow for last more than 10 years. I'm trying to travel from time to time. The week before I was in Berlin and Netherlands. Also this summer I was in Serbia and Bulgaria. Till now I was traveling a lot around Europe, but still I hope that I will visit other countries and other continents as well. I visit Asia, part of Istanbul, and it's something. And happiness, it's a tough question, I would say. Like for me, I feel good among people I like. I can talk with them about stupid things, but also about some interesting and serious subjects. Also about my personal stuff, with understanding and stuff like that. I think meeting people and their stories, like for example from couchsurfing, it's interesting because for me couchsurfing, even when I'm only hosting, it's like kind of a little traveling because I get to know more about people, but still more about some places. She's from Poland, feel invited to Krakow. Всем привет из Парижа. И шучу, в Париже нет моря. Но зато море есть в Ялте, в Крыму. Люблю это место. Итак, кто же эти ребята, которые только что вот были на видео? А с ними я познакомился через такой сайт, который называется Couchsurfing. Couchsurfing — это сервис всемирного гостеприимства. То есть пользователей данного сервиса можно найти практически в каждой стране мира. По крайней мере, я был в 34 странах, и в 30 из них я находил людей, которые пользовались Couchsurfing. Couchsurfing очень полезен для людей, которые путешествуют. К примеру, вы приезжаете в новый для себя город, и кто, как не местный житель, сможет рассказать вам о городе, рассказать его лучшие достопримечательности, раскрыть секреты, где можно найти самую вкусную еду. И как раз таки через Couchsurfing можно найти людей, с которыми можно прогуляться, которые проведут для вас специальные экскурсии. Вы можете встретиться с ними на завтрак для того, чтобы выпить по чашке кофе, или, например, наоборот, вечером выпить по пиву, посидеть в баре, поболтать. Также через Couchsurfing можно найти людей, у которых можно остаться переночевать. Это все делается абсолютно бесплатно, взаимно обратно принимать никого обязательно не надо. Зачем люди пользуются этим сервисом? Путешественники, понятно, у них есть своя выгода, то есть они получают бесплатную экскурсию, бесплатную компанию, бесплатную ночевку. А зачем принимающей стороне встречать гостей? Во-первых, из цели гуманизма, для того, чтобы помочь человечеству, для того, чтобы потренировать в своих иностранных языках, узнать что-нибудь новое об этом мире. То есть люди, которые путешествуют, у них всегда есть много интересных историй в запасе. В-четвертых, просто потому что может быть скучно, почему бы не воспользоваться возможностью познакомиться с каким-то человеком, который объехал полмира, или даже просто с каким-то человеком. Каждый пользователь имеет свою анкету. Через нее можно ознакомиться, на каких языках человек разговаривает, в каких странах он бывал, какие книги он любит, какие фильмы смотрит. А для безопасности на Couchsurfing есть система отзывов. После каждой встречи пользователи могут оставить друг о друге отзывы, которые никогда не удаляются.
Также на каучсерфинге предусмотрена проверка документов, номера телефона, адреса и финансовая проверка. То есть, если человек оплатил пользование каучсерфингом, хотя им можно пользоваться абсолютно бесплатно, значит, человек настроен серьезно, и доверие к такому человеку существенно выше. Под этим видео я даже оставлю ссылочку на каучсерфинг. Переходите, регистрируйтесь, принимайте гостей, сами путешествуйте, кому-то приезжайте в гости, делитесь эмоциями, путешествуйте, любите. А теперь немного о ценах в Польше. Краковская колбаса стоит 150-200 рублей за килограмм. Упаковка сыра камембер 125 грамм обойдется примерно 50 рублей. Виски Балантайн стоит 760 рублей за бутылку, а местная водка Зубровка 300. Французское же вино можно найти от 200 рублей за бутылку. Денежная валюта в Польше называется злоты. 1 злотый равняется примерно 16,5 рублей. Что умножать и получать цену. А еще в Польше заботятся о бездомных. Вечером, прогуливаясь по городу, я увидел много людей на одной из площадей. Там раздавали еду для всех нуждающихся. Вечер. Покушал, погулял, сижу на лавочке, рядом играет саксофон, тепло на улице, даже расстегнутый хожу. Видно луну, очень хорошо, это так душевно. Думаю о том, что понравилось мне здесь, хотелось бы вернуться. А затем поймал себя на мысли о том, что сколько же таких уже мест было, в которые я хотел вернуться и не вернулся. А ведь сегодня у меня последний вечер в Кракове. Не знаю, буду здесь еще когда-нибудь или нет. И на следующее утро я взял автобус и отправился в Освенцим. Место, попадая в которое не хочется говорить. Приближаясь к нему, пересыхает в горле, а язык будто прилипает к небу и не способен на создание ни единого слова. Освенцим – это лагерь смерти, в котором были казнены миллионы людей, по разным данным от 1,5 до 4 миллионов. Освенцим – это место, где широко практиковались медицинские эксперименты и опыты над людьми, изучались действия химических веществ и испытывались фармацевтические препараты. Заключенных искусственно заражали малярией, гепатитом и другими опасными заболеваниями в качестве эксперимента, а нацистские врачи практиковались в проведении хирургических операций на здоровых людях. Освенцим – это место, в котором многие узники шли на проволоку, то есть кончали жизнь самоубийством, дотронувшись до колючей проволоки, находящейся под высоким напряжением. Освенцим – это место, откуда миллионы людей вылетали в трубу, то есть были сожжены в крематории. Освенцим – это место, где новорожденных детей незамедлительно умерщвляли, утопив их в металлической бочке. Освенцим – это место наиболее массового истребления людей за всю историю человечества. Освенцим – это трагедия, которая никогда не должна повториться.
Вчера вечером, сидя на лавочке под городской ратушей, я подумал о том, что было бы здорово вернуться снова в Краков. И вуаля! Ни одного автобуса в нужную мне сторону. Поэтому возвращаюсь в Краков, ночую, и завтра утром путешествие продолжается. Еду в Вроцлав. Я решил выехать в 5:50. Темно. Хорошо, что здесь фонари. С одной стороны темно, а с другой стороны светло, потому что здесь фонари. Даже вижу вокзал. А по дороге из головы у меня не выходили мысли о концлагере Освенцим. Я не мог поверить, что это могло произойти, причем совсем недавно. И тогда я подумал, что единственное, что можно сделать сейчас, это продолжать жить и постараться сделать мир немножечко лучше. I live in Wrocław in Poland. I'm just preparing myself for a long trip to South America for many months. I don't even know how many. I've been mostly traveling in Europe, but also a little bit in the Middle East and in Africa and in the US. And I love it. And I really love to travel because it allows you to meet people that normally you would have never met in your hometown, in your city. And it also allows you to see many incredible places that you may not find in your own country. So what's happiness for me? So I don't know that. But for sure traveling gets me closer to it. And I think happiness is also about freedom, about doing things in accordance with yourself and being able to do what you really want to do. And also being independent from some other people's judgments or indications. Just acting free, doing what you want. Thank you. Поспал всего пару часов за ночь. В автобусе киморнул на часик. Немножко хочется спать, но сейчас я прибыл во Вроцлав. Здесь такая свежая погодка, наверное, градусов 8. Спать уже не сильно хочется. По Европе ходит несколько сетей автобусов, кстати, компаний. Одним из самых дешевых, как я понял, является Flixbus. Ну, по крайней мере, при переездах по Польше он точно наиболее выгодный, а одновременно и, наверное, самый комфортный, потому что в нем есть туалет в каждом автобусе, Wi-Fi. Билеты покупать лучше заранее, наверное, через сайт, потому что когда я покупал на автовокзале, с меня взяли комиссию 5 злотых. Сегодня попробую перевести билет через сайт, может быть, будет выгоднее. С острова приехал.